Ты хочешь знать, чем саморез по дереву отличается от самореза по металлу? Тогда я расскажу тебе правду. И еще о нескольких популярных видах саморезов. Саморез по дереву черный. Обычно, если говорят о саморезах по дереву, то подразумевают именно этот вид саморезов. Чем же он отличается от самореза по металлу? Ведь тот тоже черный. На самом деле, в данном случае цвет ни о чем нам не говорит. Цвет характеризует саморез лишь по виду покрытия стали. У черных саморезов это фосфатные покрытия. Не стоит на этом сильно зацикливаться. Можно лишь упомянуть, что благодаря этому саморезы обладают хорошей адгезией. Цвет может варьироваться от светло-серого до насыщенно-черного. Это зависит от толщины покрытия. Так в чем же отличие? Присмотритесь, у самореза по дереву шаг резьбы редкий, а у самореза по металлу частый. Если вы вкрутите саморез по дереву, к примеру, в металлический профиль каркаса для ГКЛ, то он, скорее всего, будет люфтить там из-за большого расстояния между ребрами резьбы. А саморез по металлу значительно больше повредит структуру древесины в сравнении с саморезами по дереву. Поэтому каждый должен использоваться по назначению. Продолжая тему черных саморезов, можно упомянуть саморезы по ГВЛ. У этих саморезов резьба вообще двойная. Но здесь дело уже не в шаге резьбы, а в том, что есть мелкие и крупные ребра. К тому же у этой модели самореза более коническая форма головки, что позволяет самозасинковываться в материале. Следующий вид черных саморезов, так называемые в народе клопы. Скорее всего, они так называются из-за своих маленьких размеров. Это 9,5 и 11 мм длины. Служат они для сборки каркаса из металлопрофиля для ГКЛ. Ту же функцию и даже больше могут выполнять саморезы с пресс-шайбой. В народе семечки. У этих саморезов, как вы можете заметить, покрытие уже не фосфатное. Это уже оцинковка. Но об этом расскажу позже. Они бывают острые и с буром на конце. У клопов тоже такая фишка есть. Из опыта скажу, что пресс-шайба лучше подходит для ГКЛ, чем клоп, так как имеет более сглаженную форму шляпки и не продавливает лист так, как это может сделать клоп. Далее, саморез универсальный, оцинкованный. Если присмотритесь к резьбе, то можно заметить, что это нечто среднее между саморезом по дереву и саморезом по металлу. Также он подходит для вкручивания в пластик. К слову, пресс-шайба тоже подходит для этих целей. Что же нам дает оцинкованное покрытие? Некоторого рода защиту от коррозии. Также есть универсальные саморезы желтопассированные, в данном случае покрытие двойное, что должно его делать более стойким ко внешним воздействиям. Опять же, из опыта скажу, что сталь у этих саморезов покрепче, чем у черных, но все может зависеть от производителя и качества сырья. Есть еще саморезы оконные, они очень похожи на универсальные, но с более конической головкой и буром на конце. И еще, для крепежа во влажных помещениях или на улице лучше использовать все-таки нержавейку. Ее можно отличить по специфическому желтовато-сероватому цвету, так как оцинковка рано или поздно все равно зацветет и начнет разрушаться. Особенно быстро этот процесс начинает происходить в местах соприкосновения двух разных металлов. На сегодня все. Не скупитесь на один клик мышкой, подписывайтесь. Если было полезно, ставьте лайк. Так я пойму, смог ли кому-то помочь своими знаниями.